Это лишает людей выбора в отношении своих реакций. Они просто впадают в реакцию и затем вызывают обычно нежелательные последствия. Как тогда начать распознавать вот эту разницу между собой настоящим и тем, что я о себе думаю? Пока вы продолжаете пережевывать старые мысли и эмоции, в этом шуме просто нет места для чего-то нового. Проблемы начинаются тогда, когда мы делаем вещи личными. Когда, например, я отождествляю себя со своей машиной. Потому что с этого момента вы начинаете видеть свои отношения с собой. И вы замечаете, сколько там нерешенного, отложенного, вытесненного. Можем ли мы действительно отличать, где я сам, а где просто программа? Задумайтесь, каждое наше негативное суждение, каждый праведный гнев — это кирпичик в стене, за который мы прячем части самих себя. Приветствую вас, друзья! Здесь и сейчас с вами Владислав Мозгарин, ваш ключ к пробуждению потенциала. Сегодняшний гость — человек, который более 30 лет помогает другим выйти за пределы личных иллюзий, пробудиться к своей сути и начать жить из настоящего «я». Он визионер, духовный учитель, основатель международного движения «Творческое сознание», создатель уникальной методологии «Коучинг сознания», автор книг, преподаватель и просто глубокий человек, чье присутствие невозможно не почувствовать. Марк Стайнберг. Для меня это личный разговор. Я прошел все 4 модуля силы сознания у его ученика, а позже впервые соприкоснулся с самим Марком во время тренинга в Абхазии. Этот момент многое во мне перевернул. Поэтому сейчас это не просто интервью, это попытка передать вам ту тишину, ясность и силу, которые идут от Марка. Если ты когда-либо задавался вопросами, кто я за пределами мыслей и ролей, откуда берутся мои эмоции и реакции, как обрести свободу быть собой, не играя и не прячась, то этот подкаст для тебя. Мы поговорим о природе сознания, эго, сердечном пространстве, коллективном бессознательном и о том, как выйти из рамок ограничивающих установок и начать жить в целостности. Устройся поудобнее, отключи внешнее и дай себе шанс почувствовать глубину. Мы начинаем. Этот выпуск будет представлен в 2 форматах: с переводом на русский язык с помощью нейросетей и в оригинале на английском языке, но с русскими субтитрами. Важно! Оригинальная версия будет доступна исключительно на моем канале YouTube. Только там можно выложить 2 аудиодорожки. Поэтому переходи, если тебе важно послушать, как именно мысль передает свой Марк на своем родном языке, то welcome. Это именно для тебя. Но для тех, кто не знает английского языка, сегодня нам поможет нейросеть для того, чтобы понять всю суть и глубину учений Марка. Марк, привет! Прекрасно. Я очень рад быть здесь. Спасибо за эту возможность, и я невероятно взволнован темой. Марк, давайте начнем с самого начала. Я знаю, что для вас сознание — это не просто инструмент, это нечто большее. И вот расскажите, как вы впервые пришли к этому пониманию? Что случилось в вашей жизни, что вы поняли, что сознание — это пространство, а не содержание? И был ли у вас тот самый момент в жизни, когда все прежнее понимание реальности словно рассыпалось, и вы впервые соприкоснулись с настоящим «я»? Не концепция, а вот именно живым присутствием. Я не совсем понял вопрос, когда ты спросил о сознании как об инструменте, и как это вообще возможно использовать. Дай подумать, с чего начать. Начнем с человека. Его нормальное состояние сознания — бодрствование. В этом состоянии все мы и действуем. И когда мы начинаем страдать, внутри пробуждается энергия саморефлексии. Страдание заставляет нас обратить внимание внутрь, особенно если это страдание психологическое. Будь то депрессия, выгорание, паническая атака или тревожное расстройство, даже меланхолия. Это перенаправляет наше сознание, обычно устремленное вовне. Но само по себе это еще не точка пробуждения. Однако, когда интенсивность этого страдания достигает определенного уровня, наступает кризис. И тогда все зависит от того, как человек, переживающий кризис, справляется с ним. Я пережил такой кризис в 16 лет.
Мои родители очень беспокоились, потому что мне поставили диагноз суицидальный. Я был в очень плохом состоянии, не знал, что делать со своей жизнью. Они отвели меня к психологу. Но судьба уже плела свою волшебную паутину. Ха-ха. Потому что тот психолог оказался одним из основателей духовного движения в Мюнхене в 80-х, где я родился. Так что я получил не только психологическую поддержку, но и обучение медитации, знакомство с релаксацией тела, дыхательными практиками в 16 лет. И это зажгло пробуждение. Пробуждение, которое освободило меня от подавленности, не сделало счастливым, но свободным. Свободным принимать решения, для чего я хочу использовать свою жизнь. И решение было единственным. Лишь одна мысль владела мной. Вот все, чего я хотел. Больше ничего. Ни машин, ни часов, ни семьи, ни вилл, ничего. Только счастье. Я не знал тогда, что это на самом деле значит. Может, я бы еще подумал, если бы знал. Не знаю. Ха-ха. Но это был мой выбор. И тогда началось путешествие. Оно привело меня через множество приключений, о которых я пишу в своей книге. Я написал автобиографический роман «Путешествие». Он доступен и на русском языке. Все детали того пути описаны там. Что же случилось, возвращаясь к вопросу? На определенном этапе, кажется, в 18, может, в 19, да, скорее всего, в 18, но, наверное, в 18. Я попал на ретрит с сообществом йоги, ситха-йога. У них был ашрам, монастырь в Индии. И впервые я соприкоснулся с такой энергией, с такой работой. Мне понравилось, это было экзотично, и я не боялся. Нас попросили повторять мантру после определенного введения. Это было «Ом Намах Шивая». О, конечно, без проблем. «Ом Намах Шивая». «Ом Намах Шивая». Под легкую музыку на фоне. И вдруг внутри меня мое сознание словно породило следующий уровень, который внезапно позволил мне осознать себя с глубиной, неведомой мне прежде. Это было осознание наблюдателя, который внезапно осознал себя как наблюдателя. Потрясающе. Когда я ехал домой, у меня была быстрая машина. На немецких автобанах нет ограничений скорости. Я обожал скорость. Всегда ездил на максимуме. 200, 220 и так далее. В тот вечер, даже не задумываясь, я ехал 100 км в час, и я был счастлив. Была тишина, я чувствовал полноту, не было нужды мчаться. Я заметил это и подумал, неужели? Это же удивительно. У меня было время смотреть на Луну. Была ночь. Я был в восторге. Так вот, это было начало. Это было начало. Если ты здесь впервые, добро пожаловать. Подпишись на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Здесь говорят не о поверхностном, а о настоящем. А если ты уже с нами, ставь лайк, напиши пару слов в комментариях. Это очень поддерживает меня и помогает этому проекту жить. Одна из мыслей, которая по-настоящему зацепила меня в вашем учении, это то, что сознание — это не то, что мы осознаем, а сам контекст, в котором все возникает. И вот можете мне объяснить, как это выглядит на практике, особенно для человека, который живет постоянно в голове, в мыслях и в анализе. И
как тогда начать распознавать вот эту разницу между собой настоящим и тем, что я о себе думаю? Где вот именно эта грань и как к ней перейти по-настоящему? Отличный вопрос. Вы говорите, что сознание — это контекст. Это значит, что именно из него мы исходим. Большинство людей считают, что их сознание — это то, о чем они осведомлены. Конечно, задача сознания — осознавать, но наш опыт того, что мы осознаем, создается тем контекстом, из которого мы исходим. Поясню на классическом примере. Стакан наполовину заполненный водой. Мое сознание, мое осознание позволяет мне распознать его как стакан наполовину заполненный водой, естественно. Но мой опыт восприятия этого стакана наполовину заполненного водой создается моим контекстом, то есть тем, как я отношусь к стакану. Это может быть, например, он наполовину пуст. Почему мне никогда не наливают полный стакан? Жизнь несправедлива. Меня всегда обходят. У других полные стаканы, а у меня только наполовину. Что же делать? Понимаете мою мысль? Но если взять тот же стакан в другом контексте, с другим отношением к нему, это может быть... Отлично, он наполовину полон. Мне повезло. Замечательно. Он мог бы быть пустым, но нет, он наполовину полон. Давай использовать это с пользой. Спасибо, спасибо. Теперь люди не живут с осознанием важности контекста, потому что они просто реагируют на обстоятельства и верят, что их реакция и есть истина. И это большая, огромная ловушка, потому что это никогда не истина. Истина в том, что мы переживаем это определенным образом. Это верно. Но этот опыт формируется нашим отношением к нему, нашим контекстом. И именно этого не хватает в образовании. Этого не хватает в осознанности людей. Это лишает людей выбора в отношении своих реакций. Они просто впадают в реакцию и затем вызывают обычно нежелательные последствия. Ранят других, принимают неверные решения, терпят неудачи и так далее. Итак, осознание того, что иметь реакцию не проблема. Проблема в другом. Но если у вас нет контекста, то реакция будет управлять вами, а не вы реакцией. Реакция будет управлять вами. Для вас это будет истиной. Он меня оскорбляет. Это несправедливо. Он мне изменяет. Она мной пренебрегает. Все становится реальностью. И тогда это как снежный ком, превращающийся в лавину, сходящую с горы. От одной реакции переходят к следующей. Они реагируют на вас, вы реагируете на них, и мы называем это драмой. Тогда отношения превращаются в тяжбу. Бизнес-возможность превращается во враждебную игру силы. Нации идут на войну из-за восприятия, а не из-за фактов. Факты никогда не являются причиной нашего опыта. Я очень хочу, чтобы все это поняли. Факты никогда не являются причиной нашего опыта. Факт существует, да, факт в том, что стакан наполовину полон воды. Но что я сделаю с этим? Либо я впаду в реакцию, либо перейду к созиданию. Если я выберу созидание, то моя реакция может мне нравится или нет. Это не проблема. Мы все люди. На что я собираюсь делать с этим наполовину полным стаканом воды? Если я не использую свои реакции для выбора своего ответа, что я сделаю с этим? Дело не в симпатии или антипатии. Я открываю целое новое поле для созидания. Хорошо. У меня есть стакан наполовину полной воды. С позиции созидания, как я отвечу? Видите, это совершенно другое дело. Ваша жена, ваш муж говорит что-то, что ранит вас. Я хочу выяснить, возможно ли быть счастливым. В этом состоянии контекста осознания вы скажете: «Хорошо, я слышу, что ты сказала это». У вас есть контекст. Как теперь вы выбираете ответить на это?
И этот ответ исходит из вашей связи с выбранными вами ценностями. Вы можете тогда ценить отношения выше, чем победу в споре. Вы вполне можете выбирать ценить любовь и близость с другим человеком выше, чем стремление отстаивать свою правоту и доказывать, что вы правы. Верно. Ваш выбор будет совершенно иным, исходя из безличного пространства ваших ценностей. Конечно, на вашем пути вам понадобится прояснить, ради чего вы живете, по каким принципам, каковы ваши стандарты. Если бы вы могли быть свободны, если бы вы могли по-настоящему выбрать, по каким принципам жить, что бы это было, какие ценности вы хотели бы воплощать с гордостью. Потому что большинство людей не гордятся собой. А если и гордятся, это всегда связано с деньгами или титулами, которых они достигли в жизни. Нет, люди, у которых действительно есть внутренний свет, сияющая душа, свет внутри, они живут по ценностям, которые заставляют их гордиться тем, кто они есть. И такие решения иногда не так выгодны, как если бы эго решило что-то иное. Возможно, вам придется отказаться от гордыни, отказаться от своей правоты, от чувства безопасности, от чувства превосходства. Но вы отказываетесь от этого ради цели. Вы отказываетесь, чтобы позволить любви течь в этих отношениях, которые стали трудными, возможно. Вы начинаете принимать решения ради исцеления отношений, а не ради победы в борьбе. В конечном счете, все неизбежно сводится к этому глубинному, древнему и вечному противостоянию, борьбе между тьмой, несущей разобщенность и страх, и светом, символизирующим осознанность, любовь и объединение. Именно так. Эго в своем бессознательном, реактивном, механическом состоянии знает только самосохранение, знает только заботу о себе. Оно хочет только выжить. Больше ничего. Оно не знает ничего другого. Поэтому оно делает человека не просто зависимым, а фактически рабом выживания, движимым страхами и желаниями эго. И последствия разрушительные. Последствия разрушения одних отношений за другими, включая отношения с самим собой. Конечно, затем это разрушает бизнес, ведь все взаимосвязано, верно? Вы можете создать замечательный великий бизнес, но задумывались ли вы о побочных эффектах? Да, о тех, кто, возможно, пострадал из-за вашего успеха, о тех, кого вы могли ранить своими решениями в отношениях, осознанно или нет, о людях, которые оказались за бортом ваших выборов и так далее. Потому что, если посмотреть честно, весь этот мир — отражение одного большого отсутствия. Отсутствие сознания, отсутствие пробужденного человека, способного увидеть суть, отсутствие живого, целостного контекста, в котором возможно почувствовать правду происходящего. Это первое. Вы можете заниматься йогой до посинения, медитировать, пока горы не рухнут. В конце концов, это ничего не даст, если вы не ухватили принцип контекста. Если вы не пробуждены к своему сознанию, чтобы делать выбор, исходя из созидания, а не реакции. Если тебе откликается то, что сейчас звучит, сделай паузу, поставь лайк и напиши, что именно зацепило. Это не просто подкаст, это пространство, где важно не просто слушать, а быть в диалоге. Мне интересно услышать твои инсайты. Вот вы говорите «я идентичности». Что это вообще за конструкция такая и в чем ее ловушка? И в то же время в чем там ресурс, да, то есть самый сильный? Также в вашем подходе важную роль играют 3 базовых инстинкта. Вот как они проявляются в повседневной жизни и как незнание о них держит нас в бессознательном сценарии. И вот еще один сразу вопрос, который я часто слышу от своих слушателей, это почему мы так легко верим, что наши эмоции и мысли — это и есть мы. А что, если это не так? И вот откуда они вообще появляются, наши мысли? Начнем с 3 базовых инстинктов. Они встроены в наше эволюционное выживание с определенной целью. Эволюция создала человеческое тело для выживания, естественно. Как и все в нашем существовании, на человеческом уровне,
В нашей реальности есть встроенный механизм выживания, и это хорошо. Первый базовый инстинкт — выживание. Второй базовый инстинкт, поддерживающий первый — принадлежность. Принадлежность означает, что я естественно чувствую потребность быть связанным с другими. Это создает семьи, создает племена, создает города, создает нации. Третий инстинкт — удовлетворение. Удовлетворение означает, что когда ваш живот, ваш желудок не удовлетворен, другими словами, вы голодны, тогда этот рефлекс вызывает чувства и ощущения, которые заставляют вас действовать, чтобы вернуть пищу в тело. Это необходимо, конечно. То же самое для сексуального размножения и так далее. Так что люди полностью контролируются этими тремя базовыми инстинктами. И в этом нет ничего плохого, ничего неправильного. Проблема в том, что у людей нет перспективы за пределами этих трех базовых инстинктов. Вот в чем проблема. Тогда все сводится только к выживанию, только к принадлежности и только к удовлетворению. Это в итоге приводит к формированию того, что мы привыкли называть индивидуумом, структурой эго, чувством отдельной идентичности, о которой я как раз сейчас и собираюсь подробнее рассказать. Выживание не подлежит сомнению. Нам нужны рефлексы для выживания. Принадлежность тут уже становится немного сложнее, немного деликатнее. Потому что человек, не осознающий базовый инстинкт номер 2, принадлежность, склонен быть неаутентичным, чтобы сохранить связь. Я имею в виду, что люди начинают лгать, сознательно или бессознательно, говорить «нет», когда имеют в виду «да», говорить «да», когда имеют в виду «нет», чтобы не потерять связь с важным для них человеком. Это может быть член семьи, ваша вторая половинка, может быть ваш начальник, кто-то, на кого вы полагаетесь в чем-либо. Мы не хотим быть отвергнутыми. Страх отвержения заложен в умах большинства людей и контролирует их поведение. Они постоянно следят за собой. Хорошо ли я выгляжу в глазах другого? Достаточно ли я хорош, чтобы он или она продолжал меня любить, оставаться рядом, чувствовать со мной связь? Я не хочу быть отвергнутым, потому что если это произойдет, если меня не примут, сработает мой базовый инстинкт, тот самый древний страх быть покинутым. И когда этот базовый инстинкт срабатывает, он переходит в режим выживания. Поэтому люди глубоко внутри подсознательно воспринимают отвержение. Если кто-то говорит вам «нет», как угрозу их выживанию, психологически и физически. Ведь мы происходим из истории, где нам нужно было принадлежать, чтобы действительно выжить как человеческим существам. Так что человечество существует на планете около 2 миллионов лет. И большую часть времени, до последних 15 тысяч лет, мы жили как кочевники и собиратели. Как одиночка, как отдельный человек, тогда вы не могли выжить. Вам нужны были другие, чтобы защитить себя от диких животных, защитить от погоды и так далее. И на протяжении всего лишь последних 15 тысяч лет эта ситуация претерпела изменения, ведь именно с изобретением сельского хозяйства у нас появилась возможность создавать племена, которые могли осесть на одном месте, и у них уже не было необходимости постоянно кочевать в поисках пропитания, продовольствия и тому подобного. И только лишь тогда все изменилось. Так что наша долгая история, этот мощный импульс длиной в 2 миллиона лет, глубоко внутри нас подталкивает, толкает нас к
проявлению неискренности в наших взаимоотношениях, поскольку большая часть того, как мы выражаем себя, происходит в свете поиска одобрения со стороны, чтобы нас в конечном счете не отвергли. Человеку необходимо осознать весь этот глубинный механизм и затем совершить переход к подлинно мужественной решимости, освободить себя от этой насущной потребности нравиться окружающим, от этой потребности всегда выглядеть хорошо в глазах других людей. И, пожалуйста, поймите меня правильно, если вы, так сказать, перекинетесь на другую сторону, то станете бунтарем. Да, именно так. Вы начнете делать как раз то, чего люди не ожидают от вас, то, что им не нравится и тому подобное, но это всего лишь другой альтернативный способ оставаться связанным, потому что в этом случае ваша связь осуществляется через бунт, через стремление быть непохожим. Но подлинная искренность, подлинность — это совершенно другая игра. Она не находится в рамках полярности нравится или не нравится, соответствовать ожиданиям или не соответствовать. Нет, это нечто совершенно иное. Она глубоко связана с процессом внутреннего пробуждения, в результате которого вы приходите к своему подлинному истинному «я». Многие философы, поэты, гуру говорят об этом, да. Но это не противоположность тому, кто вы сейчас, в хорошем или плохом смысле. Неважно. Вернемся к инстинктам. Итак, это лишь крошечная часть того, чем я поделюсь, когда буду проводить тренинги и погружать людей глубоко-глубоко в эти темы. Я знаю, что сегодня мы в подкасте, поэтому не могу охватить все досконально. Но дал вам небольшой вкус. Теперь, чтобы выжить, эволюция создала человеческий разум. Это было необычайное событие в истории эволюции, потому что человеческий разум не похож ни на какой другой на планете. Есть очень умные животные, дельфины, киты и так далее. Мы также знаем, что мозг шимпанзе на 95% идентичен человеческому мозгу. Ладно, но те другие 5% имеют огромное значение. Эволюция разработала человеческий разум как тонкий инструмент, позволяющий получить преимущество в сложных условиях выживания. Это преимущество заключалось в уникальной способности разума отождествлять себя с чем-то отличным от своей истинной природы, создавать образы, концепции и идентичности, с которыми он мог себя связать и через которые мог действовать в мире. У каждого животного есть мозг, есть разум, неважно, насколько маленький, который отождествляет хозяина с самим собой. Поэтому, когда тело человека оказывается под угрозой, запускается автоматическая реакция выживания. Это глубинный инстинкт, встроенный в биологию. Я, например, живу с кошками. Если бы я угрожал своей кошке, я этого не делаю, конечно, я точно знаю, какой была бы ее реакция. Если животное загнано в угол, даже если оно обычно дружелюбное, ласковое, спокойное, в момент угрозы оно превращается в существо, готовое защищаться. Его разум мгновенно переключается. Цель не просто жить, а выжить любой ценой. И у людей то же самое. Если человек неосознан, если он действует на автопилоте, он реагирует точно так же. Но отличие человека в том, что его разум предназначен не только для выживания. Он может гораздо больше. Он был создан, чтобы человек мог выйти за пределы своей телесности, своей природы и отождествиться с чем-то иным, чем он сам, с чем-то более высоким. Например, мы знаем, что предприниматель может отождествиться со своей компанией настолько сильно, что начнет жертвовать своим собственным благополучием ради успеха бизнеса. Он может забывать про сон, отдых, здоровье, потому что ощущает «я — это моя компания». А человек, страдающий зависимостью, так глубоко отождествляется с ощущением удовольствия, которое она дает, что готов пренебречь даже своей жизнью. Разум способен настолько поверить в это, что жертвует телом ради мимолетного ощущения. И это, конечно, огромный риск, но в то же время великая возможность. Потому что та же способность отождествляться может быть использована осознанно. Мы можем выбрать отождествиться с чем-то, что выше нас, с истиной, с любовью, с миссией, с внутренними ценностями. Это именно то, что мы можем сделать, когда сталкиваемся с внешними или внутренними конфликтами. Мы можем переключить внимание на нечто большее. Разум человека также отвечает за создание идентичности, образа «я». И она нужна каждому. Даже просветленные мастера не теряют чувство идентичности полностью. Они знают
знают свое имя, свое тело, знают, где находятся, когда нужно поесть, куда идти. Все это остается. Поэтому идентичность — это не зло, она нейтральна. Она просто инструмент, необходимый для того, чтобы быть человеком. Проблемы начинаются тогда, когда мы делаем вещи личными. Когда, например, я отождествляю себя со своей машиной. Разум говорит: это моя машина, и это нормально, я не перепутаю ее с чужой. Но если я начинаю думать: моя машина, значит, что я важен, я что-то из себя представляю, это уже другое. Так формируется личная привязка. И именно на этом уровне формируется эго, совокупность всех тех отождествлений, которые мы сделали эмоционально важными. Обычно это начинается в детстве, с фразы «мой мишка», «моя игрушка», «моя мама». И если у нас были братья или сестры, то это «моё» сразу вступало в соревнование с «их». За время нашего взросления, от детства до школьных лет, через подростковый период и раннюю взрослую жизнь, мы постепенно, шаг за шагом, развили множество отождествлений. И, что важно, не просто отождествлений, а именно таких, которые мы сделали личными. Мы не просто связались с чем-то, мы эмоционально вложились, стали от этого зависеть. А что это вообще значит — сделать личным? Это означает, что обладание этим, будь то вещь, человек, статус, идея, становится способом заставить себя чувствовать себя лучше. Заставить себя ощущать ценность, ощущать, что ты достаточно хорош, что ты достоин любви, что ты заслуживаешь быть принятым, что ты хороший человек. Но когда нет пробуждения, когда человек не пробужден, он теряет контакт со своим истинным «я», с тем светом, который есть внутри каждого из нас с рождения. Замена происходит потому, что внутри нас есть потребность, и вот эту внутреннюю пустоту, это что-то, на себя берет эго. Так мы отождествляем себя с образом. Я хороший человек, я достоин любви, я достаточно хороший. Но все это всегда условно, и эти условия неизбежно нарушаются самой жизнью. Вы не найдете человека, который согласится с вами во всем. Вы не найдете компанию, где все будет идеально. Вы не будете иметь тело, которое всегда будет таким, каким вы его хотите. Жизнь не создана для того, чтобы постоянно давать вам то, чего вы хотите. Надеюсь, вы уже это поняли. Хотя большинство людей все равно продолжают жаловаться. То жизнь устроена так, чтобы вы могли расти. Вот она, настоящая истина. И рост начинается тогда, когда вы честно смотрите, что на самом деле происходит. И тогда вы начинаете видеть, как эго вновь и вновь становится преградой на пути свободного течения жизненной энергии. Оно мешает вам строить подлинные, живые отношения. Оно мешает вам быть смелыми. Говорить «да», когда сердце говорит «да», и «нет», когда внутри звучит «нет». Оно мешает вам просто расслабиться в пространстве свободы. Там, где не нужно никем притворяться, чтобы заслужить чье-то внимание. Там, где вы можете проявлять себя, а не впечатлять других. Где вы можете творить, а не бесконечно реагировать. Где вы свободны отпустить необходимость быть правым. Отпустить старую историю. Отпустить внутренний шум. Отпустить поведение, которое не является вашим настоящим. Что же на самом деле отпускается? Привязанность, созданная эго, к ролям, к людям, к статусам, к представлениям о себе. Вот и все. Вот перед вами вся картина. Вот суть нашего пути. А теперь к эмоциям. Все они рождаются из мысли. Не существует эмоции, которая не имела бы в основе определенного мышления. Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, давно это знает и использует это знание с пользой для душевного здоровья. Изменив мысль, вы меняете эмоцию. Вспомните простой образ. Стакан, наполовину наполненный водой. Когда я думаю, он наполовину полон, рождается ощущение радости и благодарности. Когда я думаю, он наполовину пуст, возникает разочарование, нехватка. Все элементарно. Эмоция следует за мыслью, за внутренним убеждением. Здесь нет волшебства, только осознанность.
Но большинство людей искренне верят, что то, что они чувствуют, и есть правда. Но это не так. Поверьте, я мог бы кричать об этом до последнего вздоха, и, скорее всего, именно так и будет. Потому что эмоции не являются отражением объективной реальности. Они полностью наш внутренний конструкт, рождающийся из восприятия, из того, как мы истолковываем происходящее. Вот что такое эмоция. Однако у большинства людей эго настолько срослось с их эмоциональными состояниями, что отказаться от этой веры почти невозможно. Они скорее будут до последнего отстаивать свои чувства, защищать их, будто речь идет о чем-то незыблемом. Все еще веря, что если они это чувствуют, значит, это истина. А это идеальный рецепт, чтобы остаться в драме. Потому что пока вы считаете, что эмоции — это истина, вы по уши в ней, в драме. Да, эмоции существуют, это факт. Но это не значит, что они несут абсолютную истину. Вот в чем суть. И еще, вы не ваши эмоции. Вы то, что осознает эмоции. Вы не тело, у вас есть тело. Вы не мысль, у вас есть мысли. Для многих это крайне непростая идея, потому что большинство с уверенностью скажет: «Как это не мои мысли? Конечно, я есть мои мысли. А кто же еще?» Но нет, у вас есть мысли, как поток, как волны, возникающие в уме, способном к наблюдению и саморефлексии. Вот почему вы можете осознавать свои мысли, хотя многие этого не делают. Но если вы способны наблюдать мысль, это уже значит, что вы не она. Вы — осознавание, которое замечает мысли. И в той мере, в какой вы не принимаете этого, в той мере, в какой это вызывает у вас сопротивление или раздражение, значит, вы все еще в бессознательном. А значит, продолжаете вариться в своей драме, снова проходя те же циклы, не усвоив урок. Приходит новый человек, вы надеетесь, теперь все изменится. Но не меняется. Новая работа, новая идея, новый шанс. И снова, теперь точно по-другому. Но нет. Вот она, человеческая дилемма. Большинство в ней застревает. А выход? Он в пробуждении, в осознании, которое создает внутри пространство. Пространство видеть, пространство быть. Пространство, чтобы, наконец, освободиться. И тогда, разумеется, возникает вопрос. Если вы больше не являетесь своими мыслями и эмоциями, а лишь имеете их, как имеете рубашку, машину или дом, но при этом ведь не становитесь домом. Если это действительно так внутри вас, то на каком основании вы собираетесь принимать свое следующее решение? Из чего вы будете исходить, чтобы понять, как ответить дальше? Как вы решите, что сказать, что сделать именно сейчас? И вот здесь, в этой точке, у вас появляется свобода, настоящая свобода перейти от автоматизма к ответу. Ответу и, что важно, ответственности, той самой способности осознанно отвечать. Ведь отвечать не то же самое, что реагировать. Реагировать — это когда выбора нет. Вы просто делаете или говорите что-то по инерции, а потом вынужденно сталкиваетесь с последствиями. А вот отвечать значит выбирать из внутренней тишины, из осознанного присутствия. Это и есть творение. И именно в этой пустоте, в ясном пространстве осознавания, не захваченном мыслями и эмоциями, в том самом состоянии, которое можно назвать дзенским, в состоянии созерцания, покоя, в этой тишине может родиться нечто новое. Нечто, что не обусловлено вашим прошлым. Нечто, что ранее просто не имело доступа. Я не говорю о вуду, инопланетянах или чем-то мистическом. Я говорю о потоке, о квантовом поле бесконечных возможностей, как называет его доктор Джо Диспенза. О сознании. О вселенском поле существования, о матрице, как называл это Макс Планк более 70 лет назад. Речь идет о чем-то, что находится вне нас, вне привычной коробки восприятия, о том, что охватывает 97% реальности. Научный факт. Даже если вы максимально включены, вы воспринимаете лишь 3% происходящего.
а 97% остаются вне вашего внимания. Вы даже не осознаете, насколько вы не осознаете этого. Вы не осознаете. Прекрасно. Так вот, именно там, в этих 97% и скрываются ответы. Ответы на вопросы, которые вы считаете неразрешимыми. В отношениях, в сексуальности, в финансах, в здоровье, в теле, в благополучии, в социальной жизни. Ответы снаружи. И только в тишине, внутренней тишине, внешняя может найти дорогу внутрь. Пока вы продолжаете пережевывать старые мысли и эмоции, в этом шуме просто нет места для чего-то нового. Ваш разум занят с самой ночи, с раннего утра, весь день напролёт, в поисках решений, в попытках быть правым, в стремлении обрести ясность. Вы, конечно, слышали об этом. То, что в буддизме называют обезьяньим умом. Непрерывный внутренний шум, голос, который не умолкает ни на мгновение. И в этом нескончаемом гуле ничто не может войти. Вот почему так полезно, так по-настоящему исцеляюще сделать паузу, остановиться, выйти на природу, сказать себе: сегодня без мыслей, просто быть. Прогуляться по парку, если вы в городе, или пройтись вдоль берега, если живете у воды, ничего не делать, совсем. Просто быть в тишине, просто расслабиться. Полчаса, час, полтора. Мир не рухнет. Жизнь продолжится. Вы справитесь. Вы не исчезнете. И вот, в этой тишине что-то происходит. Оно просто приходит. Не по вашей воле, не по расписанию. Кришнамурти называл это омоложением ума, момент, когда ум снова становится невинным. Это может быть и не полный сброс, но это, безусловно, открытие. Когда люди занимаются йогой осознанно, в правильном состоянии, они переживают то же самое. Медитация, цигун, тайци, любая практика, в которую вы входите с глубиной, ведет туда же, в тишину. И там ничто. И именно из этой пустоты что-то начинает происходить, потому что творение всегда рождается из ничего. Если оно приходит из уже существующего, это не творение, это изменение. Вы можете сменить партнера, но это не значит, что отношения станут лучше. Вы можете поменять инвестиции, но это не гарантирует большую прибыль. Вы ведь это знаете, все мы знаем. Итак, созидание — это рождение чего-то из ничего. И именно это ничто эго переносит особенно тяжело. Оно стремглав уносится в ТикТок, прячется в Netflix, убегает, и, к слову, в этом нет ничего плохого. Я и сам люблю хороший фильм на Netflix. Но вопрос в другом. Вы убегаете? Вы в социальных сетях, потому что хотите быть там, или потому что не выносите тишины? Вы не можете провести день в одиночестве, вам постоянно нужно чьё-то присутствие рядом. Это вопрос, который стоит задать себе по-настоящему. Научиться быть с этой пустотой — это целая внутренняя дисциплина. Её нельзя взять из книг, её нужно пережить, натренировать, впустить в свою практику. Возможно, вы начнёте с малого, с 5 минут утром, просто сидеть, ничего не делать, не анализировать, не пытаться думать, не двигаться, не отвлекаться, просто быть с собой. 5 минут, 10, а если не получается, почему это так невыносимо? Почему просто быть собой кажется неловким, даже пугающим? Это действительно хороший вопрос. Может быть, один из самых важных. Он может стать началом вашего пробуждения, толчком к следующему этапу, вспышкой, из которой вырастет колоссальный внутренний рост. Потому что с этого момента вы начинаете видеть свои отношения с собой, и вы замечаете, сколько там нерешенного, отложенного, вытесненного. Вам придется вернуться к старым обидам, к боли, связанной с мамой и папой,
к тому, что так и осталось незавершенным, найти в себе мужество произнести «я люблю тебя», смирение сказать «я был неправ», и зрелость завершить свою жизнь. Это, пожалуй, и есть основное направление моей работы. То, что стоит у меня на повестке дня. Создавать, проживать, делать те вещи, которыми действительно можно гордиться. Не просто принимать решения, ведущие к деньгам, славе, внешней привлекательности или к чему бы вы там ни стремились. Есть теперь целый список вещей, которые я ставлю выше, чем еще пара часов работы ради немного большего заработка в конце месяца. И это не про отказ от амбиций, это про переоценку, про то, чтобы сверяться с тем, что действительно важно. Моя мысль, мой фокус, моя вовлеченность и в конечном счете мое служение в том, чтобы дать человеку опыт подлинной жизни, опыта того, что на самом деле имеет значение, потому что в конечном счете мы приходим ни с чем и уходим ни с чем. Да, с ничем. Мы появляемся на свет с пустыми руками и уходим точно так же. Это не повод для печали. Так устроен мир, и в этом, на самом деле, скрыта великая свобода. Ведь вам не нужно беспокоиться о земных делах после вашей смерти, так что это даже хорошие новости, правда? Перерождение, смерть... Боже, не заставляйте меня начинать об этом говорить. Это уже тема для совсем другого подкаста, честное слово. Так вот, я бы хотел сейчас сделать паузу. Возможно, у вас есть следующий вопрос, если у нас еще есть время, конечно. Дальше будет еще глубже. Если чувствуешь, что это для тебя, подпишись, чтобы не потерять этот разговор. Ты можешь также поделиться выпуском с кем-то из своих знакомых, кому сейчас очень актуальна данная информация. Возможно, это станет для него точкой разворота и переворота. В современном мире, где информационный поток колоссален, как коллективно-бессознательно влияет на наш личный выбор. Можем ли мы действительно отличать, где я сам, а где просто программа? И хочу отдельно затронуть тему сердечного пространства. Что это? Это метафора или живой какой-то опыт жизненный? И как он связан с подлинным «я»? Мне очень понравился этот вопрос. Он ведет нас туда, где царит сердце. Туда, где начинается чувствование, где мы начинаем воспринимать реальность не из головы, а изнутри, из другого измерения. Тема любви необъятна. Ее так часто путают с эмоциями, с капризами ума. Когда мы получаем желаемое, мы счастливы, и нам кажется, что мы любим. Когда не получаем, мы разочаровываемся, и любовь вдруг исчезает. Но сердце, оно вне этой игры, оно вне этих колебаний, вне дуальности, оно не обусловлено, оно безусловно. И именно эту безусловность мы так отчаянно ищем во внешней любви. Только вот наши родители, какими бы хорошими они ни были, не были просветленными. Они были просто людьми. Великими, возможно, но все же людьми. А это значит, мы не получили той самой безусловной любви. По-настоящему мы так и не узнали, что это значит. Быть любимым просто за то, что ты есть. Иногда что-то просачивалось. Моменты тепла, вспышки принятия, но их было слишком мало, чтобы внутри родилось пространство безопасности и уверенности в том, что безусловная любовь вообще существует. Но мы по-прежнему жаждем ее, потому что чувствуем. Когда любовь обставлена условиями, в ней появляется примесь. Она становится нечистой, а мы ищем чистоту, ищем свободу. Хотим быть любимыми не за то, какие мы, а просто, несмотря ни на что, не доказывая свою ценность, не задавая себе «я достаточно хорош», «я говорю и делаю то, что нужно» и так далее. Сердечное пространство — это то место, откуда можно выстроить другие отношения. Не те, что требуют соответствия, а те, в которых любовь без условий. Означает ли это, что теперь нужно терпеть то, что не соответствует вам? Совсем нет. Вы можете не любить человека и все равно любить его безусловно. Для большинства это звучит парадоксально. Что ты такое говоришь? Ага, я понимаю. Но давайте разберемся. Нравится всегда обусловлено. Мне нравятся одни люди, другие нет. Это нормально. Думаю, у всех так.
Но я все равно могу любить, а значит, быть способным на сострадание, понимание даже к тому, кто мне неприятен. Допустим, кто-то хулиган. Мне не нравятся хулиганы. Кому нравятся? Но если я соединяюсь со своим сердцем, я вспоминаю. Они не родились такими. Они были детьми. Маленькими, уязвимыми, открытыми. А потом что-то произошло. Может, жестокий отец, может, мать, не знавшая, как любить, может, побои, насилие, унижение в школе. Все это реальности детства. Если я позволяю себе почувствовать это, если мое сердце открывается, я вижу, что взрослый человек несет в себе неразрешенную боль, и тогда я могу любить его не за то, кем он стал, а за то, кем он был, и кем остается в глубине. Это применимо ко всем: к Муссолини, к Гитлеру, к Трампу, да к кому угодно. Мы указываем пальцем. Они злодеи. Но разве это так? Убийца — не просто плохой человек. Убийца — это человек, охваченный бессознательностью. Тот, кто никогда не получал настоящей поддержки, чтобы исцелить свою внутреннюю боль. Он делает то, что сам в глубине души отвергает. Да, в таких людях океаны боли, но они не способны ее выразить. Гордость, страх, уязвимость мешают. И все же, кто мы такие, чтобы судить, чтобы выносить приговор тому, кто стал следствием несчастливого детства, сломом их надежд, ранящих событий? Нам всем так не хватает настоящего, подлинного сострадания. Но оно есть внутри нас. Оно звучит из сердца, не криком, нет. Это не как гул ума, не как голос эго. Это шепот. Чтобы услышать его, нужно остановиться, расслабиться. Если вы все время в спешке, бежите по бесконечной дорожке дел и забот, если не оставляете себе места, чтобы просто быть, как вы услышите свое сердце? Но когда оно говорит, и когда у вас хватает мужества выбрать его, поставить выше эго, вы почувствуете, как сердце начинает светиться. Вы станете человеком сердца. Вы начнете любить себя по-настоящему. А чем больше вы активируете любовь внутри себя, тем больше вы делитесь ею с другими. И тем больше возвращается она обратно к вам. И тогда вы в каком-то смысле становитесь тем, к кому людей тянет. Люди хотят быть рядом. Они ищут ваше присутствие, потому что чувствуют, рядом с вами по-настоящему хорошо. Вы излучаете что-то живое и настоящее, любовь. И в этом есть что-то удивительно прекрасное. Потому что просветление без любви — ничто, что вы с ним сделаете. А любовь без осознанности — тоже опасный путь. Слишком легко стать жертвой, когда вас используют. Нужно и то, и другое. Нужны и разум, и сердце. И они должны действовать в союзе, как партнеры. Сердце — это режиссер. Оно говорит: вот куда мы идем, вот что для нас имеет смысл. Разум — это менеджер. Он воплощает задуманное, строит маршрут и организует процесс. Такой союз — невероятно мощная основа для полноценной и счастливой жизни. Это начинает отражаться и на других людях. Ваша жизнь наполняет пространство вокруг, потому что одно только ваше присутствие уже меняет атмосферу. Просто тем, кто вы есть, вы вдохновляете. Это и есть великая жизнь. Жизнь, которая имеет значение, и это значение возвращается к вам, чувством наполненности, когда вы чувствуете себя целостным, завершенным, настоящим. Но это наполнение не приходит с новой машиной, не с очередным телевизором или даже грандиозным приключением. Оно рождается изнутри, из источника доброты, из поступков, за которые ваше сердце может сказать: «Я горжусь собой». Вот и весь секрет. Каждый день делайте хотя бы одну-две вещи, за которые ваше сердце может сказать: «Я горжусь этим». Не потому что нужно, потому что изнутри отклик.
И тогда почти незаметно жизнь начнет меняться. Почему? Потому что с каждым таким шагом вы поднимаетесь все выше, на другие частоты, в иное качество энергии. Меняется не только ваше состояние, меняется весь уровень, на котором вы живете. А чем выше вибрации, тем точнее и глубже жизнь начинает откликаться вам. Она, словно зеркало, начинает поддерживать ваше внутреннее сияние. Это, пожалуй, лучшая сделка, которую можно заключить с самой жизнью, потому что у нее бесконечный арсенал способов исполнить то, о чем вы давно мечтаете. Но ей нужно одно — чтобы вы были открыты, чтобы вы, наконец, впустили ее. Представьте, курьер вроде DHL привозит вам посылку. Она уже у двери, но дверь заперта. Вы дома, но недоступны. Вот и жизнь так же. Приносит вам дары, но застаёт вас закрытыми. Когда вы начинаете подниматься по частотам, вы открываетесь себе, свету, жизни. И в этот момент жизнь начинает поддерживать саму себя, в вас. Потому что, по сути, жизнь и есть любовь. И когда вы становитесь ее проводником, излучаете ее, создаете, она узнает в вас свое отражение. А у нее, к слову, доступ к 97% возможностей за пределами вашей коробки. 97% за границами привычных представлений о том, что возможно. И вот тогда начинается магия, совпадения, случайные встречи. Нужные люди в нужное время, удивительная легкость, зеленый свет. Именно тогда, когда вы спешите. Деньги приходят ровно в тот момент, когда они особенно нужны. Инвесторы, идеи, ресурсы. Все выстраивается в унисон с вашей энергией. Это и есть то, что называют путь Таити. Слышали? Это путь потока. Путь, на котором больше нет застревания, сопротивления, надрыва. Где не нужно тащить себя через день. Жизнь перестает быть борьбой. Вы больше не пробиваете ее лбом. Вы танцуете с ней в одном ритме. И если вы все еще читаете эти строки, значит, вы уже на этом пути пробуждения. И тогда все, что вам действительно нужно, это продолжать идти этим путем. День за днем, с еще большей верой и вниманием, выбирая действия, которыми ваше сердце может по-настоящему гордиться. Завершая незавершенное, очищая прошлое. Чтобы внутри вас появилось больше пространства. Пространство для пустоты, из которой рождается новое. И вы заметите, жизнь начнет меняться по-настоящему. И станет намного, намного лучше. Сегодня, в век, когда технологии ежедневно приносят в наш разум лавину информации, все стало еще сложнее. У большинства людей уведомления включены почти на всем. Мессенджеры, социальные сети, рассылки, приложения — все норовит отвлечь. Каждый норовит достучаться до вас, выдернуть внимание. И тогда получается, что чужие уведомления накладываются на ваши. И эта перекрестная цифровая какофония приводит к одному состоянию — перегрузки. Так, может, просто взять и отключить все уведомления? Возможно. А может, просто оставить только самое важное, то, что действительно служит вашему пути? Это уже шаг, осознанный выбор, что вы позволяете входить в ваше поле восприятия. Но важнее не столько отсеивать информацию, сколько учиться проживать ее иначе. Когда что-то входит, держитесь ли вы за это бессознательно? Позволяете ли застрять внутри себя? Или вы способны позволить этому войти и выйти, не оставив следа? Это как подойти к берегу океана. Вы слышите, как катятся волны.
Если вы начинаете за них цепляться, если вас тревожит их ритм, возникает напряжение. Но если вы просто позволяете звуку быть, позволяете ему проходить сквозь вас, тогда все становится простым. Точно так же с речью человека, говорящего неосознанно. Если вас раздражает его поверхностность, если внутри вас возникает напряжение, это знак. Это говорит о том, что в вас есть нечто неразрешенное, тень, с которой стоит встретиться. Ведь если бы вы были свободны, ничто не задерживалось бы в вас. Все бы просто входило и выходило. Сознание по своей природе не держится, оно не тревожится, не застревает. Оно способно пропустить все через себя с такой же легкостью, с какой это вошло. Поэтому феномена перегрузки как такового не существует. Есть лишь попытка удержать слишком многое. Дело не в количестве событий, сообщений или впечатлений, а в том, что вы бессознательно держитесь за все это. И часто это делает ваше эго. Оно боится упустить. Боится, что что-то важное пройдет мимо. Боится, что не хватит времени, шансов, любви, ресурсов. Так рождается перегрузка не от потока, а от сопротивления отпусканию. Это всегда энергия эго, страх, жадность, желание контроля. Но ведь можно иначе. Можно позволить миллиону сообщений приходить и уходить. Можно оставаться в состоянии внутренней пустоты. И тогда то, за что вы не держитесь, не может причинить вам боли. Оно просто пройдет сквозь вас. Так все и работает. Так живет дзен-монах. Он остается совершенно невозмутим, сколько бы уведомлений не приходило на его телефон, если он у него вообще есть. Но если вы просто сидите наедине с собой, наблюдая, как работает ваш ум, как он оживляет воспоминания, прокручивает впечатления прошедшего дня, тогда обратите внимание не на мысли, а на того, кто наблюдает, того, кто видит. Что чувствует этот внутренний свидетель? Чего он хочет? И каково быть этим осознающим «я» здесь, сейчас, в моменте тишины? Это совершенно иное состояние сознания. Не то, в котором вы просто уставшие боретесь с информационной перегрузкой, навалившейся за день. Вдохновение рождается не из попытки справиться с внешним шумом, а из живого и подлинного контакта с вашим внутренним «я», из искреннего сердечного отклика на тихий зов души. Когда вы действительно обращаетесь внутрь себя, а не просто реагируете на внешние обстоятельства, именно тогда и приходят самые неожиданные, точные и мудрые ответы. Информационная перегрузка — это не про объем данных. Это скорее симптом неудовлетворенных внутренних потребностей. Иногда вам просто нужен перерыв, пространство, тишина, меньше привязанностей, меньше тревожных мыслей, меньше бегства от себя. Важно помнить, сама по себе информация не причина цифровой усталости. Истинная причина в нашем бессознательном цеплянии за вещи, за ощущения, за иллюзии контроля, будь то из страха потери или из жадности к еще большему. И когда вас что-то зацепило, будь то реклама, пост, случайная мысль, спросите себя честно, служит ли это моим настоящим целям? Поддерживает ли мою миссию? Соединяет ли с путем, который я выбираю? Да, ошибки возможны. То, что сначала кажется полезным, может оказаться пустым, а то, что вы оттолкнули, со временем может раскрыться как то, чего вам не хватало. Но именно поэтому любой контент важно фильтровать не поверхностно, а глубоко, через призму ваших ценностей, ориентиров и внутренних намерений. Помогает ли это укрепить то, что я стремлюсь создать? Соответствует ли моему внутреннему компасу? И тогда уже становится совершенно неважно, откуда пришел этот сигнал — с плеяд, от последней колдуньи Вуду или даже из так называемых чистых духовных каналов. Происхождение не играет роли. Значение имеет лишь одно — служит ли это вам, вашей сути и вашему пути. Единственный критерий — поддерживает ли это ваше творчество, ваши созидательные замыслы.
Если ты дослушал до этого момента, ты уже не случайный слушатель. Оставь свой след, это лайк, комментарий, подписка. Это твой способ сказать «я здесь», «мне важно, я иду вместе с тобой». Я это ценю. Давайте поговорим про тень и противостояние. Вот что вы думаете по поводу внутренних теней? Насколько важна человеку именно вот эта встреча со своими внутренними подавленными частями, прежде чем он сможет жить из сути? И почему иногда именно перед большими пробуждениями происходит сопротивление, хаос и внутренний кризис? Тень. Это не просто поэтическая метафора, а точный психологический термин. Он обозначает все то в нас, с чем мы отчаянно отказываемся себя отождествлять, все, что вызывает в нас протест, презрение и яростное осуждение, все, против чего мы ведем нескончаемую внутреннюю или внешнюю борьбу, что безоговорочно клеймим как плохое, недопустимое, чужое. Задумайтесь, каждое наше негативное суждение, каждый праведный гнев — это кирпичик в стене, за которой мы прячем части самих себя. Некоторые из этих отвергнутых обломков души нам знакомы, мы смутно ощущаем их присутствие. Но гораздо больше, целые континенты нашей внутренней тьмы остаются неосознанными, непризнанными. И вот парадокс. Эти теневые земли не чужаки, а неотъемлемая часть нас. Мы, человеческие существа, устроены так, что наш разум упорно делит мир на бинарные оппозиции — добро и зло, свет и тьму. Каждый из нас вынужден носить в себе эту карту разделенной Вселенной. И, естественно, мы стремимся к свету, к добру, к тому, что кажется чистым и правильным. А от зла бежим. Более того, мы часто объявляем ему войну, полагая, что сражаемся с внешним врагом. Но в этой борьбе кроется роковая ошибка. Сражаясь вовне, мы не замечаем, как сама эта битва, это отрицание части себя, плетет нити нашей судьбы. Тень не враг, от которого можно просто избавиться усилием воли. Не зря это слово так метко. Что бы вы ни делали, куда бы ни шли, ваша тень неотступно следует за вами. Попробуйте убежать от собственного отражения. Это закон бытия. Если вы не обращаетесь к своим теням сознательно, не исследуете их с любопытством и мужеством, они непременно начнут работать против вас. Они станут тайными диверсантами вашей жизни. Никому не дано избежать этой встречи. Мы можем пытаться обмануть судьбу, ища идеального партнера, идеальный бизнес, идеального врача, кого угодно, кто, как нам кажется, избавит нас от проблем. Но корень проблемы внутри. Пока тень не исцелена, не интегрирована, ее симптомы будут возвращаться снова и снова, как навязчивое эхо. Меняя обстоятельства, но не меняя себя, мы лишь тащим свой внутренний багаж в новое место. Смените бизнес, но если внутри гнездится неосознанная саморазрушительность, саботаж повторится. Смените партнера, но если вы не встретились со своей собственной подавленной агрессией или страхом близости, паттерн отношений останется прежним. Узнаете? Когда одна и та же проблема, один и тот же болезненный сценарий преследует вас по пятам в разных декорациях. Это верный признак, говорит ваша тень. Она стучится в дверь, требуя внимания. Именно поэтому работа с тенью не просто психологическое упражнение, а путь к подлинной свободе. Это ключ к жизненному успеху, ибо неисследованная тень — это вечный тормоз, невидимый якорь. Но есть и великая надежда. Тень — это не только проблема. Это огромный, нерастраченный резервуар силы. Силы, которая сейчас тратится впустую на то, чтобы отрицать реальность этих качеств в себе, подавлять их, прятаться от них за маской благообразия. Вы уверены, что в вас нет высокомерия, ни капли суеверия, совсем нет жадности? Вы убеждены, что никогда не лжете, даже себе? Отрицая эти аспекты, вы лишь загоняете их вглубь. Вы надеваете маску, притворяясь, что этого не в вас не существует. И что же происходит? Жизнь, словно волшебное зеркало, начинает отражать вам эти отвергнутые части, вовне. Вы притягиваете лжецов, которые показывают вам вашу собственную неискренность, притягиваете абьюзеров, в которых видите свою подавленную агрессию, притягиваете тех, кто беззастенчиво проявляет то, что вы так тщательно скрываете в себе. Все это — голос тени, ее настойчивое требование быть увиденной и признанной.
Работа с тенью — это добровольное погружение в глубины подсознания, в лабиринты страхов и вытесненных частей «я». Это территория хаоса. Но именно в безопасном пространстве такое нисхождение становится освобождением. Вы встречаете тьму лицом к лицу, преодолевая вызовы, а не бежите от нее. Как и в природе, где новый порядок рождается из хаоса, истинная трансформация сознания неизбежно проходит через этап разрушения старого. Этот переход между прошлым и будущим «я» несет хаос, неуверенность, эмоциональную бурю, кризис смыслов. Выбор таков: сознательно идти навстречу этому хаосу ради роста или ждать, когда жизнь сама создаст более болезненный кризис, как кризис среднего возраста или внезапные катастрофы. Хаос можно сделать созидательным, если смело выбрать путь саморазвития, приняв временную нестабильность как плату за переход на новый уровень. Помните, если вы не работаете со своей тенью, она работает с вами. Никто не избежит ритуалов перехода, этих неизбежных врат к более целостному и свободному «я». Путь к новому величию лежит через хаос, но это врата к вашему подлинному «я». Если этот подкаст дал тебе что-то настоящее, поддержи его, лайк, подписка, комментарий. Это не формальность, а настоящая энергия, которую ты возвращаешь обратно после прослушанного выпуска. А если хочешь быть ближе, жду тебя на моем телеграм-канале Мазгарин. И вот в завершении. Есть множество людей, которые чувствуют внутренний зов, но боятся потерять свою прежнюю идентичность, отношения и комфорт. Что бы вы им могли сказать? Вот именно как пройти этот страх и остаться с собой? Победить страх вовсе не означает ждать, пока он бесследно растает, как утренний туман. Так можно погружаться в трясину ожидания бесконечно. Истинная смелость — вот краеугольный камень всякого роста, внутреннего преображения. Помни, смелость — это не отсутствие трепета, а решимость шагнуть вперед вопреки его ледяному дыханию. Каждый способен научиться действовать, не давая страху парализовать свою волю. Цена подлинного роста, возвышения над прежними пределами, в умении стать сильнее своего страха, приручить его. Это значит решиться на конкретные шаги. Приехать на тот самый ретрит, вступить в выбранную программу, погрузиться в процессы, что бросают тебе вызов, и довериться. Да, довериться пути, веря, что плоды этих усилий послужат твоей жизни, твоему развитию. Выбор верных учителей и истинных программ — великое искусство. Но даже если ошибка закрадется в твой выбор, не страшись. Это не тупик, а важнейший урок, часть твоего уникального пути. Будь разумен, но не забывай слушать сердце и тихий голос интуиции. Главное же — действуй. Избегай затянувшегося раздумья. Планирование, основанное на страхе ошибиться, легко превращается в бесконечный, изматывающий замкнутый круг. Выходи в жизнь, живи полной грудью. Выбирай смело, участвуй страстно, действуй неуклонно. Вот он, единственный путь вперед, к себе настоящему. Благодарю тебя за то, что дал такую возможность, и не только для меня это ценно, но я думаю, это будет ценно для людей, которые, во-первых, уже проходили какие-то учения у тебя, ну и также для тех, кто еще ни разу не соприкасался. Это вот такая моя небольшая миссия — выводить в массы людей, потому что когда я начал работать с людьми, я понял, что такие люди, как проводники, им некогда. Им некогда о себе рассказывать, им некогда делиться именно с точки зрения, чтобы их больше увидели. И вот это я поставил как одну из задач — помогать, поддерживать и давать людям, соприкоснуться, чтобы они уже потом делали следующий шаг. Yeah, that's beautiful. Спасибо. Wonderful. И тебя я благодарю за то, что ты был сегодня слушателем данного выпуска. Подписывайся, у меня будет еще очень много интересных гостей. С тобой был Владислав Мазгарин. Пока-пока.